Всем привет! Сегодня 31 августа, с вами Руслан Левиев, а это последняя сводка этим летом. Прежде чем подводить итоги лета, давайте посмотрим, что изменилось по фронтам за неделю. Добропольский прорыв, который стал главной темой обсуждения в контексте фронтов в конце лета, по-прежнему до конца не ликвидирован. Несмотря на то, что для его ликвидации были задействованы большие ресурсы и было переброшено множество подразделений, он продолжает существовать. Даже то окружение в Кучером Яру, где, как говорят, остается группа российских солдат численностью от 60 до 100 человек, никуда не делось. Поскольку бронетехнику применять крайне сложно из-за угрозы беспилотников, нужно защищать территорию с помощью пехоты. А пехоты, как мы знаем, острый дефицит. Так что пока что выходит, что переброски резервов хватает для остановки развития прорыва, но не для его ликвидации. Мы в конце недели внутри команды спорили о том, насколько появление беспилотников повлияло на возможности осуществления таких прорывов. Из рассказов российских военнопленных мы знаем, что они проникают в украинские тылы маленькими группами солдат по 2-3 человека. Каждая такая группа забегает максимально далеко, после чего прячется в какой-нибудь постройке и дальше просто сидит, ждет, когда подтянутся остальные группы. И только когда командование направления понимает, что уже накопилось достаточное количество таких групп в украинских тылах, начинается более массированное движение с прорывом. Мы не знаем, сколько на практике обычно такая проникшая в тылы группа российских солдат держится где-нибудь в постройках. Но я предполагаю, что речь о нескольких днях. При этом, поскольку это проникновение за передовую линию фронта, то возможность каждый день бегать обратно к себе за снабжением и снова возвращаться явно ограничена. Как же они выживают эти несколько дней? Чем питаются и где пьют воду? Я предполагаю, что, во-первых, они изначально идут не налегке. С собой рюкзак с питанием, которого условно хватает, может, на дня 3. Во-вторых, поскольку они проникают в населенные пункты, то там в домах можно что-нибудь найти в плане еды и воды. Особенно, если мы говорим про всякие поселки, где часто у многих есть погреба с закрутками. Ну и в-третьих, и вот тут как раз был предмет нашего спора в команде, это доставка снабжения с помощью беспилотников. Как мне кажется, массовое развитие беспилотников позволяет более эффективно использовать такую тактику с проникновением пехоты в ближние тылы противника. Это то, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский называет тактикой тотальной инфильтрации. Большую группу солдат на маленьком участке местности снабжать беспилотниками не получится. То есть, если в Кучером Яру действительно есть от 60 до 100 российских солдат, то беспилотники в плане снабжения им мало чем помогут. Но вот не то чтобы бесконечно поддерживать, но продлевать, растягивать жизнь таких условно спящих ячеек в виде проникших в тылы маленьких групп солдат вполне можно. Совокупность вот этих факторов и позволяет такой очередной проникшей двойке или тройке продержаться условно неделю-полторы. А именно, что это за факторы? Принесенная с собой провизия, плюс то, что найдут на местах, плюс ограниченная возможность доставки беспилотниками. Если за неделю удалось накопить на направлении будущего прорыва достаточное количество еще вот таких вот групп спящих ячеек, и их пока не убили, то дальше уже можно более открыто и массово заходить и вести бой за закрепление на этой территории. После чего эта территория становится вашими тылами, и те самые спящие ячейки наконец-то получают уже нормальное снабжение. Ну и готовятся к следующим вылазкам. Чем ближе к этому условному дедлайну в неделю-полторы, тем меньше шансов выживания спящей ячейки. Банально потому, что снабжение, питание очень ограничено. И в целом оно рассчитано как раз на формат спящей ячейки, а не активных боевых действий и штурмов. Через неделю эта маленькая группа солдат, скорее всего, пойдет дальше активно шариться по поселку в поисках пропитания, из-за чего резко вырастут шансы их обнаружения и ликвидации украинскими дроноводами. Ну, либо они просто сдадутся в плен. Я слушал много рассказов украинских военных, в том числе на Ютубе, где они как раз описывали таких российских военных. Украинские подразделения заходили в очередной поселок и находили там, например, бродящего по улицам заросшего человека, одетого в гражданское, который оказывался российским солдатом. Или заходили в оставленные частные дома, а там обессиленная группа российских военных в количестве 2-3 человек. Отсюда и такой поток решений российских судов о признании солдат пропавшими без вести. Подводя итог, как я вижу, здесь есть два фактора, которые сделали возможным использование такой тактики. Первый – это дефицит личного состава ВСУ. Если бы его не было, то у российских военных не было бы такой постоянной возможности маленькими группами проскальзывать мимо украинских позиций. А вот второй фактор, о чем и был спор в нашей команде,
это влияние беспилотников. Да, они не дают возможность поддерживать жизнь проникшей группы бесконечно долго. Плюс они не способны доставлять достаточное количество снабжения для ведения активных боевых действий. Но вот продлить на несколько дней жизнь спящей ячейки – это да, я считаю реалистично. Чуть южнее, на восточном фланге Покровского направления, есть позитивные признаки для ВСУ. В частности, есть кадры боев и присутствие украинских военных на полосе Николаевка, Мирная, Малиновка. С другой стороны, зет-блогер Анатолий Радов недавно тоже писал, что этот участок местности – сплошная открытка, имея в виду, что это просматриваемый и простреливаемый во все стороны открытый участок местности, где почти невозможно укрыться, а значит, сложно его преодолеть. Радов удивлялся, почему Минобороны заявляла эту территорию как контролируемую, хотя по сообщениям с мест от российских солдат там максимум серая зона. Когда на День независимости Украины Владимир Зеленский заявлял об очень-очень позитивных результатах ВСУ на Донбассе, Александр Сырский пояснил, что речь про 3 населенных пункта, 2 из которых находятся как раз на восточном фланге Покровского направления. Это села Михайловка и Владимировка. Осложняется ситуация на соседнем Константиновском направлении. Карман под Клебанбыкским водохранилищем продолжает схлапываться. Украинские силы отошли из поселка Щербиновка и села Катериновка в сторону поселка Клебанбык. Также российские силы продвинулись в районе Белой горы и Александра Шультина. Наиболее заметные изменения на этой неделе были на юге Донецкой области. На полосе участка фронта начинают Воскресенки и до Тамировки. Со стороны Воскресенки, видимо, те самые спящие ячейки смогли проникнуть до Новоселовки. Но пока речь идет о расширении серой зоны, а не о продвижении. Чуть южнее есть село Вороное, мнение по которому у исследователей расходится. Украинский мониторинговый проект Deep State рисует село в серой зоне, тогда как другие исследователи говорят, что оно уже под контролем российских сил. И это все уже территория Днепропетровской области. Еще южнее есть село Запорожское и Новогеоргиевка, про которые все исследователи говорят, что они захвачены. И вот здесь мнения расходятся уже и у Deep State с украинским генштабом. Deep State, как и остальные, закрашивают эти села как захваченные. Украинский генштаб говорит, что это все неправда. Запорожская под контролем ВСУ, а Новогеоргиевка в серой зоне. И вот теперь давайте поговорим об итогах лета. Подчеркну, итогах лета, а не итогах летней кампании и не об итогах летнего наступления. Потому что никакого летнего наступления не было. Та активная фаза боевых действий российской армии, которая идет сейчас, началась не летом. И закончится она не сегодня. Я вижу, что сейчас многие оценивают итоги с точки зрения заявлений сторон. И поэтому полно заголовков, что летнее российское наступление провалилось полностью. Ну, потому что ведь как будто заявляли планы по Покровску, Константиновке, буферных зонах в Сумской и Харьковских областях, а ничего этого в итоге нет. Мне кажется, такой способ подведения итогов не дает нормального представления о текущей ситуации и понимания, куда движется война. Понятное дело, что обе стороны в подобных заявлениях будут обещать с 3 короба. Это та же ситуация, что и с заявлениями в кредит. Аналогично, нет большого смысла сейчас вспоминать фразы про «к лету в Крыму» или «Киев за 3 дня». Отмечу, что с поправкой на текущий формат войны уже начались и идут бои за 2 важных города, а именно Купянск и Покровск. Это не где-то впереди, а уже идет. Что я имею в виду под текущим форматом войны? Я имею в виду ситуацию, когда лягушку не бросают сразу в кипяток, а просто постепенно нагревают воду, чтобы она сварилась. На нынешнем этапе войны бои за город начинаются не с кадров того, как сразу на нескольких улицах идут активные перестрелки, наступают штурмовые группы, а может даже и бронетехника. И вот из окон жилых домов работают снайперы обороняющихся сил, гранатометчики. Такое бывало в первые 2 года. Сейчас, если такое и будет, что далеко не факт, то это скорее уже будет кульминация боев за город, а не их начало. Более того, если вы посмотрите на свежие кадры из Покровска, где украинский танк ездит по улицам и в упор стреляет по многоэтажкам, где предположительно засели российские солдаты, то что это, как не бои за город? Похожие кадры мы видели с окраин Купянска. Я не люблю оценивать итоги с точки зрения квадратных километров, поскольку это тоже сильно упрощенный фактор. Я не смотрел, сколько квадратных километров захватили за лето, но подозреваю, что не сильно больше, чем весной. Главное, что летом вскрылись опасные тенденции по войне. Как раз летом Сырский и ввел в обиход новый термин – тактика тотальной инфильтрации.
Каждую среду на YouTube-канале CIT проходят прямые трансляции, где я отвечаю на вопросы аудитории. И вот на этой неделе у меня справедливо спросили: а как это работает, что в январе ты, Руслан, говорил, что ситуация в войне тупиковая, и, скорее всего, в этом году война будет заморожена. А теперь говоришь о негативных прогнозах, и что война будет идти еще долго. И я действительно такое говорил. Вроде даже на этом YouTube-канале тоже. Тогда мои оценки были другие. Я ждал заморозки войны ровно по одной причине. Потому что при новой американской администрации это было бы очень выгодно для Путина. Он абсолютно ничего бы не потерял, заморозив войну по текущей линии фронта. При этом с Россией сняли бы значительную часть санкций, многие экономические отношения были бы восстановлены, а сам Путин окончательно вышел бы из международной изоляции. Казалось бы, сплошные плюсы. Но нет, видимо, Путин решил, что военным путем он достигнет большего. Что касается тупиковости войны. CIT – очень маленькая команда, и у нас крайне ограниченные ресурсы для работы. Мы еле-еле перевариваем свое текущее направление работы. А уж сил на то, чтобы, например, изучать украинскую мобилизацию или украинские потери, у нас нету. Поскольку мы россияне, то, естественно, нас в первую очередь интересует состояние собственной страны, наши собственные проблемы. Поэтому, когда весной некоторые у меня спрашивали: а чего ты не говоришь про дебусификацию? Так это потому, что это не наш метод работы. Брать отдельные видео и без детального изучения ситуации бежать с громкими выводами. Так вот, до лета, где были совершенно иные представления о наборе людей в украинскую армию и масштабах дезертирства из нее. Полагаясь на обрывочную информацию, я полагал, что у ВСУ набор, да, меньше, но не так, чтобы критично. Потом, летом в очередной раз в Украину съездили наши коллеги по цеху, посмотрели на ситуацию вживую. И все они по возвращению вспомнили тот пример, когда они увидели, как километр линии фронта держит 6-8 украинских солдат. Я начал задавать по этому поводу вопросы и им, и другим моим знакомым следователям, уточнять ситуацию. Некоторые из них, например, говорят, что прямо сейчас около половины тех солдат, которые ВСУ теряет, это именно сбежавшие с линии фронта или воинских частей. А набор новых людей в армию колеблется ниже цифры в 20 тысяч человек в месяц, что существенно меньше, чем у России. А потом начали проявляться и последствия этой проблемы. Те самые проникновения штурмовых групп в Покровск, Купянск, появление термина «тактика тотальной инфильтрации». И это все, несмотря на различные попытки реформ и нововведений. Переход на корпусную систему, смена командования, денежные контракты для группы от 18 до 24, амнистия, если дезертир добровольно вернулся в армию и так далее. Конечно, при таком существенном изменении значения переменных меняется и ответ в уравнении. Поэтому поменялся и прогноз. Я прогнозирую, что негативные тенденции будут расти по своей частоте и масштабу. И добропольский прорыв будет повторяться на других участках фронта и постепенно становиться больше по размеру. Это то, что многие мои коллеги называют как «Украина медленно проигрывает в войне». При этом я по-прежнему считаю, что у Украины есть спасительный, но при этом людоедский механизм. То есть резкое ужесточение мобилизации, который придет к массовым протестам, столкновениям с полицией и бусификацией на стероидах. Только в таком случае можно набрать необходимое количество людей и остановить нарастающие негативные тенденции. Не факт, что украинские власти воспользуются этим спасительным рычагом. Может, и не воспользуются. Ведь это будет очень больно с точки зрения политических последствий. И, как я и говорил, другие наши коллеги считают, что даже этого спасительного рычага нету. Хотя я по-прежнему не понимаю, почему это его вдруг нету, если каждый год в Украине мобилизационного возраста достигает больше мужчин, чем безвозвратные потери за всю войну, то есть больше 150 тысяч человек. Конечно, есть и другие, не такие людоедские механизмы, которые в теории как будто должны помочь исправить ситуацию. Это какая-нибудь реформа ТЦК, чтобы они не занимались босификацией. И вообще, этим должна заниматься полиция, а не ТЦК. Это работа с личным составом, чтобы все их жалобы на местах разбирались и принимались правильные решения. Это работа с командующим составом, чтобы перестали лгать в отчетах и посылать подразделения в необдуманные атаки, приводящие к большим потерям. Но я в это все не очень верю, поскольку прошло уже 3 года, и эффекта от попыток осуществления таких мер не видно. Не знаю, может, все эти телемарафоны и подход, когда ни слова негатива, только победа, воспитали в обществе такое восприятие, будто бы есть какой-то третий вариант развития событий. Лично я его не вижу. А наши коллеги не видят даже описанный мною второй людоедский вариант. Правильно оценить ситуацию по войне очень важно.
Без этого невозможно правильно на нее реагировать. Европа, например, слишком опоздала с расширением производства артиллерии и бронетехники. Наверное, в том числе и потому, что думали, что война кончится скоро. А инвестиции в производство – это длинные инвестиции. Тем более, что вспомните все эти новостные заголовки первой половины 2022 года. Про то, что у российской армии все закончится, что экономика не выдержит. Это все ведь влияет не только на веру в победу, не только на моральный дух армии, общества, но и на планирование решений действий по войне. Есть и более практические, актуальные примеры. Уже упомянутый мной проект Deep State пишет о ситуации в Серебрянском лесничестве, где российские войска сейчас активно продвигаются. И в качестве одной из причин этого они приводят фактор лжи командиров на местах, которые говорят о существовании украинских позиций, а по факту их нет. И в итоге украинские дроноводы случайно обнаруживают, что они уже чуть ли не в окружении, потому что они-то не знали, что якобы существующая соседняя украинская позиция – это ложь. И вот как ты можешь вести войну, если ты оперируешь изначально недостоверными данными? На этой неделе опять было много обстрелов украинской территории. Стабильная цифра по 600 беспилотников в большинстве воздушных атак и десятки ракет различных типов. В ходе одной из атак ударили ракетами по заводу компании «Байкар» под Киевом. Чем они думали, я не понимаю. Я не про российских военных, а про турков. «Байкар» — это та самая компания, которая производит беспилотники «Байрактар». Когда они еще то ли год, то ли два назад заявили, что собираются построить завод по производству беспилотников в Украине, я сразу говорил, что, конечно же, по нему сразу начнут бить российские войска. Поэтому строить его в Украине до окончания войны неразумно. Аналогично я говорил и про завод Rheinmetall в Украине. Но вот завод «Байкар» достроили. Он должен был начать работу как раз сейчас, в августе. И вот внезапно, никто бы не подумал, никто не мог до такого догадаться, но оказалось, что огромный завод под Киевом невозможно спрятать, и по нему прилетели российские ракеты. Такое ощущение, что профессия военных аналитиков вымирает из-за невостребованности. Никому не хочется слушать предупреждения о негативных тенденциях, опасных ситуациях, невозможности открыть такое-то производство на этой территории. Всем хочется слушать, видимо, каких-то рассказчиков, которые будут говорить, ну, вокруг Киева же очень много самого современного ПВО, поэтому даже огромный завод будет в безопасности. Кстати, говоря о непрофессионализме, тут всплыла информация про Стивена Уиткофа, спецпосланника Трампа. Агентство Reuters пишет, что, оказывается, когда он был на встрече с Путиным, он нарушил дипломатический протокол. А именно, не взял с собой сотрудника американской дипломатической миссии, который банально хотя бы записал заметки, дословно требования и условия Путина. Поэтому, как Уиткоф запомнил, так он Трампу и пересказал разговор с Путиным. И, видимо, ему запомнилось, что Путин пойдет на огромные территориальные уступки. В частности, уйдет из Запорожской и Херсонской областей. А когда оказалось, что это не так, пришлось оправдываться и говорить, что огромные уступки заключаются в том, что Путин не будет захватывать всю Украину. Возвращаясь к вопросу воздушных ударов, мне хотелось бы отдельно прокомментировать очередные украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Меня периодически журналисты спрашивают, как это влияет на войну. Я не разбираюсь в экономике, поэтому не буду судить о том, как это влияет на доходы российского бюджета, что опосредованно может повлиять на войну. Но вот если мы говорим о прямом влиянии, то есть банально снабжение топливом российской армии, то нет, не влияет никак. Во-первых, потому что бронетехника стала сильно меньше использоваться российскими войсками. Во-вторых, большая часть армейской техники работает на дистопливе, а в России существенный переизбыток производства дистоплива. Об этом пишет, например, старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Сергей Вакуленко. Почитайте его материалы. Ну а мы с вами увидимся уже осенью. До встречи через неделю. Пока.